А болело вот где-то в поясничном отделе или где? Да, да, поясничный отдел и болело у меня, когда я лежу. То есть стоя, сидя, как бы проблем не возникало. А ложусь спать и начинается вот эти боли. Именно вот поясница. Ну, раньше был диагноз остеохондроз. Мгм. И потом потихонечку эти боли, получается, просто прошли и все. Я даже не заметил, как они прошли. То есть они просто прошли вот в какой-то момент. И все, я просто забыл про спину. Вот я всем говорю, что вот у меня спина болела лет, наверное, 5, если не больше. Так, раньше периодически беспокоила, сейчас как бы вот в последнее время стали больше они беспокоить. Начал употреблять синтезит и все. Вот знаете, как рукой сняло. Ну да. У меня такой же эффект есть с шеей. У меня шея постоянно болела последние лет 10, наверное. И также незаметно прошли вот эти боли. То есть, когда особенно спишь, это было заметно. То есть, ты, допустим, поворачиваешься, да, на груди спишь на этой стороне, просыпаешься, у тебя все, шея вся болит, раскалывается, такая боль сильная. А где-то примерно через недели 3, наверное, 4 после вот того, как начал принимать, у меня просто эти боли исчезли и все. Я про них уже не вспоминаю, уже полгода, наверное. Вот примерно что такое же. И еще хочу заметить, что вот у меня пару дней перед тем, как это все прошло, очень сильно болела спина. Я у вас посмотрел, кто-то говорил, что идут камни с почек, и песок выходит. Я уже подумал, что у меня что-то такое происходит. То есть я сгибаться не мог буквально 2 дня. А потом раз и все как бы. И все стало в норме, все стало хорошо. Также у меня не слышало ухо, вот что еще вот с такого, правое ухо. Ну, как-то приглушенно было. Приобрел телефон новый, раз его к правому уху и не слышу. Раз к левому и по-другому как бы, ну, звучание. Тоже употреблять начал, тоже пару дней где-то примерно, может чуть больше, болела голова, именно правая часть головы, вот это ухо. Потом телефон как-то тоже раз к уху, к правому, знаете, и слышать начал. Как будто звук появился, вот такое, как бы, я тоже связываю с этим, это, то есть, как-то вот так. Хорошо, по здоровью очень интересное наблюдение. А по поводу вот того, что ну, практически все замечают, сон, энергия какая-то, есть спокойствие, какие-то эффекты есть у вас или чисто вот физические такие? По сну я бы не сказал, как бы сплю. Ну, я и раньше как бы так спал, непонятно, как бы, ну, не могу сказать. Питание тоже как бы ничего такого не... Вот энергетика появилась, энергия появилась. Раньше пил энергетики, тоже где-то вам писал. Вот часа на 2 на 3 хватало. Энергетик баночку выпьешь и как бы это... А с БАДом замечал такое, что выпьешь и как бы вот на целый день хватает. Прихожу после работы, вроде как бы уставший это, а у меня такое желание, что вот был бы турник, я бы сейчас еще поподтягивался. Вот такое желание, прям вот энергию как-то прет, вот мышцам вот хочется какой-то нагрузки еще сверху. Вот такое было замечал. Мгм, есть такое. А если не секрет, вы кем работаете? Я механик. Ну, особо как бы не физическая работа, так, наполовину физическая, умственная. Мгм. Хорошо, очень интересное наблюдение. Еще что-то можете вспомнить из такого, что вам приметилось? Ну, не вспомнить, я бы еще хотел добавить такое, что вот, ну, это мое, просто я так думаю, это мое чисто субъективное мнение. Ну, и так, окружение мне говорит, у меня были раньше ноги холодные постоянно, вот конечности, именно стопы. Вот всегда, лето, зима, это не важно как бы. А тут мне раз жена говорит, у тебя ноги стали теплыми. Они не стали такими холодными. Спать ложишься, как бы ногами к супруге прикасаешься, она говорит, вот ноги холодные. А тут раз, говорит, у тебя ноги стали теплые. Потом также мне говорят, что у меня началась осанка выправляться. Мне самому как-то приятно стало, вот грудь вперед, как бы вот без напряжения, как-то мне удобнее стало прямо ходить, чем вот как-то, ну, немножко сутуливаться. Вот как бы вот эти еще моменты есть. Ну, в принципе, так вот. Ну, еще кажется тоже, что стал видеть, тоже опять же кажется, что стал видеть немножко лучше. У меня -2, может быть, -3 где-то зрение. А тут как-то шел, смотрю автобусы, и как-то вот циферки-то ярче, как-то более четче стали смотреть целых. Как-то вот, думаю, может быть, связано, не связано, ну, вот показалось так, мне кажется. Ну, есть такое, да. У меня тоже такое бывает, и многие замечают, что четкость зрения как-то она вот настраивается. Причем у меня это происходит как-то вот временами, то есть раз она такая картинка четкая становится, потом раз обратно вернется.
Может быть, организм еще что-то там не настроил, чтобы уже полностью картину поменять. Я пока еще не знаю. Ну, наблюдайте за этим, это интересный эффект, да. Еще вот добавлю про алкоголь тоже. Вот Владислав говорил, что типа когда пьете БАДы, употреблять алкоголь не нужно. Ну я вроде как бы решил, вот уже больше, наверное, 2 месяцев не употребляю. Обычно в баню придешь, после бани, как бы, как говорят, год не пей, 2 не пей, а после бани выпей. А как-то вот желание, вот пару раз не попил, и желание-то прошло какое-то, вы знаете, и выпить не хочется почему-то. Раньше я помню, что ну как-то надо все равно стресс снимать как-то 1-2 раза там в месяц, надо там, может чаще. А сейчас как-то не надо, вот чувствую, что вот как-то и не тянет. Вот если никакой не праздник, там ничего, то есть и почему-то влечения такого нету к алкоголю-то, какое было раньше. Ну да. А спокойные более стали, может быть, еще менее раздражительный. Ну, насчет этого я бы не сказал, я бы наоборот заметил, что как-то я был, стал больше импульсивней. То есть больше раздражаюсь, но быстрее отхожу. И как-то, как сказать, пофигизма больше стало, улыбаюсь больше, какие-то как-то на вещи по-другому стало немножко. Но это опять же личное мое как бы наблюдение, то есть я могу ошибаться, я не утверждаю. Ну, вот такое чувство у меня есть. Мгм. Хорошо, хорошо. Спасибо большое за отзыв, за ваш. Очень информативно. Очень интересное наблюдение там по спине в том числе. И по тому, как у вас правое ухо, можно сказать, выздоровело. И по зрению, да, да, все это очень интересно. Наблюдайтесь дальше. Спасибо вам большое. Если что, пишите, звоните всегда, чем можем, поможем. Конечно, буду.